Краснодарский край засыпало снегом. Ну, он тает со скоростью ветра, поэтому захотелось прям начать с такой красоты. Дети-то как утром радовались. Наши дети и так любят ходить пешком. А тут сегодня, как только увидели снег, мы пойдем пешком. Пошли пешком. Чем занимаются мои курочки? Я им вчера высыпала сюда ведро сои. Покупала сою, детям жарила. Ну, что-то наелись. В общем, переели. Кто где прячется? Птенцы, вон они. Эту сою вот они мутузят. Вчера ели, сегодня. Да я вас вижу, вы подойдите сюда. Индюки привлекают к себе внимание. Сад, ну уже все. Уже растаял. На улице такой свежий воздух. Вот это ощущение снега, это ощущение какой-то чистоты. Очень люблю, когда идет снег. Тепло, красота. Петушки поют. И я-то обрадовалась, что зима. У меня там есть в морозильной камере, доставать уже не буду. Решила сегодня лепить зимние пельмени. Ну, иду заводить тесто. Буду делать пельмени. Буду делать свое тесто, как в принципе его делают. Я буду делать такой большой кружкой. Вот я мерю тесто на пельмени с водой одной кружкой. Вот у меня 3, я большую порцию, двойную, как обычно, буду делать. Я напишу, если кому-то надо будет. Хотя пельмени умеют тесто делать все, это точно. Так, 6 кружечек я насыпала. Отвожу в сторону. Теперь в середочку я налила таких 2 кружки кипятка. И в эти кружки 1/4 добавлю масло растительное. Оп. Все, оп. Соли добавлю. Как будто двойная порция. Как будто одна порция в каждой кружечке. Раз. Соли добавила. Ой, красивое какое получилось. Снег растаивает. Хотела зимних пельменей наделать. Сегодня буду пельмени не на форме делать, а вручную. Потому что, конечно, на форме быстрее, а вручную крупней. Выливаю в середку, убираю свои кружки масляные. Тут у меня компот варится. А что-то еще варится. А что еще? Вода под пельмени я выключу. Я тут еще оливье готовлю. Уже морковку, картошку сварила. 6 яиц на одну я беру. У меня кружки большие. Ну, вообще, если 200-граммовые, то 2 яйца достаточно. А у меня большие кружки. 350-граммовые. Все. И замешиваю тесто. Так, не охота ручки пачкать. Так, тесто горячее. Вода была горячая. Единственное, я ее охладила маслом подсолнечным. И сейчас тесто получится крутое. Я люблю делать пельмени, когда не надо много муки на столе иметь. И вот это вот тесто, оно в принципе помогает так замеситься, что оно тоненькое потом делается. И не надо много масла наливать. Ой, и не надо насыпать много муки на стол вообще, чтобы раскатывать потом. Все, оно сейчас все уйдет. Все замешаю. 30 минут оно пока отдохнет. Фарш у меня домашний. Иван накручивал много фарша. И вот сейчас я буду делать на сегодня. Наделаю вот этот таз пельменей.
И нормально. Я так всегда делаю. И дети целый день будут есть. Больших. Я их даже раньше называла не пельмени, а пельменники. Девочки, у кого ранимые нервы, не смотрите мои пельмени. Вы, может быть, любите махонькие, будете говорить, что маленькие. Но мне сегодня хочется таких. Во. Во. И смотрите, у меня тазик чистенький, в принципе. Я еще буду... Сейчас я все соберу с тазика. Все живую перед вами. Получается 1/4 масла в воду и 1/4 от кружки. И какой кружкой я насыпаю муку, такой кружкой я и буду воду делать. У меня фарша целый тазик вон тот, поэтому теста сделаю много. Все, замешала. Сейчас полежит, чуть-чуть отдохнет. 30 минут достаточно. Ой, открыла окно, Настя, что у нас снег растаивает прям. Я его даже поделю на 2 порции. И отдельно их буду, чтобы они... Смотрите, тазик чистый вообще. Все, тесто вообще замесилось. Смотрите. Вот. Когда тесто поменьше, с ним удобнее орудовать. Все, оно такое становится хорошее. Сейчас я его... Мешочки сейчас достану. Компот выключила. Потише сейчас будет. Все, смотрите, тазик вообще пустой. Он не просто пустой, а он прям чистый-чистый, смотрите. Вот. Стол кряхтит. Все, ставлю отдыхать. Да, перед тем, как замешивать тесто, я тазик смазала подсолнечным маслом. Совсем чуть-чуть. Но когда не смазала, тоже тазик чистый был. Так, все, тазик убираю. Папа приехал, я ему говорила помочь тесто замесить. Сейчас Максим дома. Сейчас все вместе налепаем. Хотя я не знаю, папа поддержит нас, сколько у него времени. Занимается сейчас прицепами. Сегодня еще одна наша девочка-подписчица с города. Я не знаю, забыла, откуда там, здесь какой-то. Ну, Тында, в общем. Ночь езды до Тынды. Сегодня отправим мед. Вот так. Убираем. 30 минут отдыхает. Сейчас, папа, ты будешь раскатывать, да? У меня стакана нет, я буду вот таким пластмассовым. Пусть еще минут 10 постоит хорошо. Нам повезло. Папа согласился нам быть раскаткой теста. Тесто-раскатка. Хотя у него своих дел полно, но не смог устоять от соблазна пораскатывать тесто. Она сказали, кормить не будем. Сейчас наделаем таз пельменей. Смотрите, какие здоровые, смотрите.
Этот побольше был, но папа не захотел. Маленький мы. Тесто надо это раскатывать, оно почти не тянется. Оно такое плотненькое. Его сразу раскатывать, вырезать, какое оно нужно. И видите, мне чем нравится это тесто, муки вообще не надо. То есть все, он раскатывает без муки. И мы с Максимом лепим тоже без муки. Скалка чистая, руки чистые. Сейчас наделаем, наварим. Нас еще ждет с Максимом. Мы все наварили, кроме яйцо еще не сварили. Ровненько вот так ряду укладывай, рядочки. Рядочки. Хорошо краешки защемляй и рядочек. От себя начинай рядочек. Раз, раз. Ну вот, пока болел, хоть не просто так Максим болел. Он уже не болеет, в принципе, но выдержу его. Он сейчас взял 3 лимона, выдавил сок с 3 лимонов. Почему 3? Тебе, мне, папе. А это половинки. Выдавил сок с 3 лимонов, сделал нам... Я сама стала пить сок лимона. Меня спрашивали, зачем пьете. Вы знаете, тогда взяла с глупости, клубнику достала и поела. Мне-то это вообще нельзя, мороженое. Но она чуть-чуть полежала. И я это поела. Чувствую, горло болит. Поела, выпила лимон, пополоскала им горлышко. И вроде пронесло. И Максим вот болеет, он даст с лимонами. Детям с утра чай с лимоном, выдавливаю им в чай лимончик. То есть это настоящий витамин С, натуральный, поэтому я думаю, это будет хорошо. Так, вы отстаете. Вниз. Бракованный через специально. Ничего, пельмени бракованные не будут. Можно было на форме, у нас есть форма, но на форме они маленькие. А нам нужно средний. Пельмешки ротик не жмут. Я сегодня вот хочу пельменники сделать. Вот прям хочу. И мы когда в Бурятии жили, я сорожку покупала, рыбу. И делала пельменники рыбные. Вот я их как раз такие-то и делала. И они такие вкусные были. Вот у гостей приглашу в гости. И берут таз пельмени, наделаю здоровых. Да, сыночка, очень красиво. Молодец, твое искусство красивое. Наделаю таз этих пельменников рыбных. Красота. Мама, угадаешь, кто твой украл? Кого? Кто твой забрал? Пельмешек? Ты забрал. Че, у тебя там уже первое тесто закончилось? Ага, закончилось. Я уже пожалел, что связался тут с вами. Оно еще, по-моему, не начиналось. Ай. Но когда оно закончится, вы узнаете об этом первый. И тут салют начнется. Фанфары бить. Не, Макс, мы сейчас еще 10 раз пожалеем, что мы уже подписались. Сегодня, короче, пельмени, Максим, будут платные, да? Мы их так просто не отдадим. Максим с папой. Папа раскатывает, Максим лепит. Пельмени платные. Да. Так вот еда и делается. Мама весь день барахталась, семья собралась, поели и нету. За секунду съели. Сегодня прям вот 33 прожога на каждый пельмень. Чтоб тоже как бы как работа была. Да. И как будто мама целый день ничего не делала. 33 прожога. Мы рады, что ты, папа, дома приехал, делаешь нам. Ты что? Да я уже думаю, нам не пора уже. Жду звонок. Тебе пора, но попозже. Сейчас. Да. Сейчас любой звонок, телефон. Я такой, все, еду. Пельмешек много. Шутки шутками. Их потом надо Я почитать. теперь думаю, вот вы будете платить, интересно, мне за пельмени? Мы. Да. А. Кто делает? Или скидку вам сделать?
А, кстати, эти пельмени, правда, первый раз такое, он фарш крутил весь. Не первый раз крутил, ну, когда я кручу, когда Владик раньше Ну, так накручивал. получилось. Да, получилось, что этот фарш перекручивал папа. Теперь, О, вот это ты зря сказала. теперь папа еще и тесто катает. Я должна ему теперь за пельмени платить. Не могу. Вот это ты придумал, вот это я вам счет-то выставлю. Ну, вот это вот меня останавливает. Что я потом выставлю счет, да? Да. Да. Ты не успеваешь, ты нам простой даешь. Максим сырой фарш ест, а Я вам отдыхать даю. Вкусненький. ты нам простой. Не надо все это делать, пельмешки. А что будет? Ничего. Червячки потом. А, Ты хочешь, чтобы я вообще здесь упал такой, чтобы вы не простаивали? Конечно, простой нам не делать. Ну ты, кстати, не делаешь. Я еще вот как раз доделываю. И ты раз нам даешь. Ну вот. Наговаривайте тут на меня. Тесто не слипается, пельмени не слипаются, пересыпать, забивать мукой их не надо. Поэтому мы сейчас с Максимом целые сделаем, вот эту досточку, поставим варить, начинать переваривать и будем долепливать. Если ничего не слипается, у меня, можно есть кажется, сколько есть. хочешь. а у меня, кажется, есть идея. Какая идея? Во все сначала положить, а потом... Так тоже делают, да. Так профессионалы делают. Сначала делают много кругляшочков, потом раскладывают фарш, а потом залепляют. А мама Профессионалы. уже Что по-свойски. Макс, профессионалы и тесто так раскатывают. Да. Это давай это делай, а то ты сейчас болтать будешь и долго. А мама по-свойски, по-деревенски делает вам по чуть-чуть домашние пельмени. Слушай, мам, ну я буду уважать теперь пельмени. Пельмени уважать будешь. А меня, Ну, в смысле, когда я буду делать пельмени, ты да, я буду сначала по-другому на это к ним относиться по-другому, да? Да, я буду помнить, что великий труд. Мученик. Такой пельмень, 10-й пельмень за полминуты закидываешь и говоришь, помню, как это делать, да? Да что, слепить каждый может, А. он есть. Съесть. Да. Махите. Макс, ну ты тоже профессионал уже, слушай. Я беру тебя на работу, ладно. Тебя сегодня Вот посмотрю. вроде бы одно тесто, почти одинаковый фарш, а продукты получаются манты, позы и пельмени. Максим, тебе что больше нравится, позы или пельмени? Друзья, я помню, когда И те, да? Не знаешь? предпоследний раз мы делали пельмени со Светой, я тоже раскатывал. Я в этот день пошел смотреть эту раскаточную машинку тесто-раскатку. Вообще у нас в семье так, вот он сам затронул эту тему. У нас в семье так, если мне надо, то есть чтобы что-то быстро сделалось или купилось, я его прошу помочь. Допустим, прошу, чтобы он поучаствовал в этом. И я смотрю, все, у нас начинает новые продукции получаться. У нас папа такой. То есть одно дело там, пап, надо там поправить что-то. Ну, я поправила, ладно, там у нас Иван то-то, я поправила. А другое дело так, Иван, поправь, сходи. Раз поправил. Иван, поправь, сходи, все, смотрю, уже переделал. На вооружение надо это брать. Это с практикой приходит. Все-таки 21 год. Ну, это ты 21, а я-то 40. Он всегда со мной живет, как в горячих точках. Год за Год два. за два у него. 42 года он со мной живет. Представь, ты сколько вот я сейчас стаж пельмени раскатал. У ваших тоже мужей год за два? Мой всем, вот всем, где бы ни было, с первого года он говорит, что он со мной год за два живет. Ты меня простаиваешь. Нет. Максим, ты у себя поплотнее складывай, смотри, как у мамы, чтобы мы с тобой сейчас побольше и начинать будем уже варить сразу. Наваривать будем. Будем их так в маслице в домашнем делать, чтобы они такие были. И все. И дети будут подходить и кушать. Нет, сначала будут платить. Поскольку будем пельмени продавать? Ну, дорого не будет, да? Свои же все-таки. А бартер?
Бартер. Можно договориться. Ну там у Снежаны в копилке, со Снежаны можно много брать, у нее, мне кажется, больше всех в копилке денег. Или у Ага. Максима больше? Меня. У Максима больше всех в Я копилке? их коплю. Так, а ты же делаешь. Придется тебе с Максима тоже брать. Максим, иди, не лепи пока пельмени, иди это. И как я с тебя деньги-то буду брать? Ты же тоже вроде как работаешь. Сейчас. И Максим очень экономный. И как бы я его хвалю, это говорю при нем. Вот, допустим, едет, просто идет погулять. Даем 200 рублей. Он нам с папой на 150 рублей подарок приносит. Вот всегда дам ему деньги в школу. Сейчас да, раньше мы по-другому давали деньги, теперь мы даем деньги. Вот дам ему деньги. Он обязательно мне на эти деньги знает, что я люблю семечки, знает, какие я люблю. Обязательно принесет, купит. Обязательно. тот раз, когда мы ездили в город, я брелок для Вот так примерно, этих да? купил. Такой угол. Что ты? Брелок для этих. Ну, Да, в прошлый раз у Максима было 200 рублей, просто они вот в городе прогуливались. Просто дышали. На 150 рублей брелок принес. И всегда приезжает, дети многие почти все истратят, а этот еще в копилку придет, положит свою. Посчитай, смотри, вот тут у тебя 3, 2, 3, 3. Уже вот тут один меньше. Ты уж тогда ровные ряды делай. Вот у мама сейчас тебе сделает ровные ряды. Сделает. Видишь, ряды-то не ровные. А ты по одному посчитай уже, да и 1, все. 2, 3, 4, 5. Ну, здесь их... 12. Ой, я тебе не доверяю. Папа, он тебя обанкротит, он пропустит. Ну, это бизнес Вот не делай. 6. Ой. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Старый мал. 74. 75. 55, 56, 57, 75. 58, 59, 60, 53, 17, 14, 16 и 32. 6, 67, 68, 69, 70, Раз, два, три, 4, 5. 74, 75. Я один положила 76. Папа его не считал. 77. 77. Это ручные большие. Мы до этого 500 маленьких лепили на форме. Ну, это не до этого, уже после этого много раз, ну как-то один раз. 675. Да, это как раз я после этого пошел это посмотреть. Раскаточную машину теста, но остановила то, что Подумали, она непрактичная. на Хотя ней также надо 10 раз прокатать, чтобы маленький кусочек теста получился. да, не на нашу семью. Нам быстро надо. У нас есть папа. Был папа. У нас папа есть. И будет всегда. И будет всегда, конечно. Это шутим, что тестомеска нам, раскатка теста, По-моему, папа сломался. тесто-раскатка нам не нужна, у нас есть папа. Папочка наш будет всегда самый любимый, самый дорогой. Да, сына? Да. Да. Еще 2 меньше. И считать уже я перестала, поэтому все. Ты мою ложку схвати уже. Ты то пельмени мои воруешь, Я нагрелась. то ложки мои тащишь. Захочешь. Я уже забыла про свою-то. Да. Первую партию сколько сварили пельменей? 100. Сейчас сколько варится? 100. 100. А здесь сколько ты 40. посчитал? А здесь 40 заготовок. Максим теперь у меня расклады. Папа крутит. Папа тесто катает, делает кружочки. Максим раскладывает фарш. Я еще так легко никогда не работала. И видите, тесто все чисто, и ты сам не в тесте, не в муке. Мне поэтому очень нравится это тесто, что
Оно, конечно, такое плотненькое, им работать плотно, можно сказать, даже так сложновато. И пельмени у нас вот настолько разные, вот Максим сказал, это его сейчас будет. Смотрите. Чебурек. Чебурек. Это настоящий пельменник. Максим его из последнего текста заказал себе. То есть итого мы сегодня сделали 240 таких хозяйских пельменей. А если бы мы делали на форме, было бы все 500. Да, форма там маленечко, поэтому на форме получается в 2 раза, даже если, ну в 2 раза пусть больше. Ну, мы сегодня, я больше вот такие люблю пельмени, если честно. Хотя какая разница, какой пельмень есть, там он все равно будет. Перемешается. Да, но. Из маленьких у нас уже получилось 674. 674 тогда, да? Да. Папа сломался. Вот они наши пельмени. Друзья, хочу показать, как выглядят 100 домашних пельменей. Вот так они выглядят. Сытные. Да, они, конечно, с магазинными не сравнится по размерам такие. А запах от домашнего масла какой? Тут усовершенствовал Максим производство. Он теперь, смотрите, что делает. Он теперь накладывает, мама лепит, а папа сломался, все. Папа уже никуда не идет, никуда не спешит. Сдаюсь, пельмени уже бесплатно. Ой, И тесто еще до сих пор не кончается. Хоть плачь. заканчивается. Ну, никогда не кончится. Уже очень много масла клала, добавляла, положила, еще и ложила. Тазик пельменей. Положила Так выглядит. 240. 240 штук больших пельменей, домашних. Очень из хорошего теста. Пельменников, можно сказать. Да, это пельмени. Ладно, ничего страшного. Максим, а я теперь твой-то не найду. А он Он должен быть самый большой. Ну все, Максим, я его, видать, сама съем. Вот он, наверное. Нет, это не он тут. я видела его. Ну ладно, что делать. Я представляю, сколько я услышу, что я должна была постелить скатерть, разложить салфетки, положить детям и убрать из этого страшного таза пельмени. Вы не представляете. Вот нравится нам пельмени кушать из него. А вечером мы в нем моемся. Ну, это мы вырежем. Детям приятного аппетита. Спасибо. И нам тоже. Налетайте. Накладывай, Никит, своей вилочкой. Максим, ну не ковыряйся, а то ты попорвешь все. Максим пытается найти. Ну а где я тебе, сыночка, его найду? Я видела, он такой толстый. Ну, толстенький. Но он, если найдется, его никто не тронет, мы Да, предупредим. конечно. Даже Снежана А он схватит. там какой-то. А ты не забыл, что папа уже пробовал? Сына, ладно, а то мы Пельмени. попорвем все. Все, не вижу. Ну, вот беда-то. Он же сделал себе большой пельмень. Ладно, когда найдем, покушаешь, хорошо? Приятного аппетита. Нам еще с Максимом оливье делать. Ищем. Вань, ну нам же 100 надо. Вот это 80, да? Ну, это дорогая вот. Такая белая. Девочкам в ванну ищем. Вот туда пойдем. Вот это вот белое ничего. Это 16, а вот это вот уже 12 идет. Вот. $12, и получается вот это 7 тогда. Это сколько? 15.
Ищем девочкам. Мне вот такие, конечно, нравятся. 19. И вот она 75, Ваня. Вот это мне очень нравится. Вот она 75. Ничего лишнего. Никаких этих. Это еще это мойка, да? 19. Вот это 9 вообще. Это 85, 16. Максим говорит, по 1000. Увидал вот этот ценник? Говорит, по 1000. А сколько? 19 тысяч. Почти 20. Я думаю, Вот боюсь. Он не сидится. Вот этот вот 13. Еще не убрались. Папа только повешал к мальчикам в душ. Повешал зеркало. Такое неплохое. Вот такое чуть-чуть левовато. Теперь моешься под душем такой. Там-там-там-там-там-там. А девочкам тут у них умывальник. Здесь горячие полы и такой смеситель такой с душем. 2 позиции, то есть сверху и, как обычно, отсюда. Пока не выросла. Купили девочкам небольшую тумбу с умывальник, с мойкой, поменять здесь все. Дети небольшие, поэтому сильно дорогое брать не стали, потому что бьется у нас все. Допустим, вот тут вот унитаз, вот такой бачок. Но это все ерунда, все дело наживное. Вот сейчас зеркало папа девочкам. Приехали сегодня с города. Тазик себе купила для белья еще. 350 рублей. Белье замачивать. Что-то у нас осталось 2 тазика. Не считая того, что по курям, по уткам опять растащили. Но это давно. А чтобы замачивать белое белье, 350 рублей. Печенька. Сегодня взяли детям умывальник с тумбой. Сейчас показывала, сейчас Иван там сделает, покажу из зеркала. И мальчикам в душ. У девочек ванная, у мальчиков там душ. Им взяли зеркало. Вот это папа. Это папа какую-то диодную лампу купил зачем-то. Это кран, который будет на... Ходили, смотрели. Взяли. Также взяла для зубных щеток новую штучку. Девочкам в ванну, такая нежная. Чтобы девочки свои щетки сюда составляли и на полочке хранили. А это для туалетной бумаги на стену. Именно, чтобы без вот этого штыречка. И в ту ванну, это еще для умывальника. На Валборе забрала носочки. Сама их рассматривала, пока ждала Снежанку с тренировки. Дети дома ели пельмени. Я для салата все наварила оливье. Приехала, они мне все перерезали. Красота, нужно отдыхать теперь. Папа сейчас занимается, устанавливает все. Носочки. Одна упаковка 10 штук. Ваня маленький, я ему каждый год покупаю упаковками. И опять ничего нету. Но это вот просто. Мне вообще нравится покупать однотонные. Но ребенок маленький, ну вот
У него прям проблемы стали. Тут по два. Два сереньких таких. Это там. И здесь тоже такая же пара. Точно такая же. Для Вани. Носки детские 18-20 размер. Это для него как раз. Он что-то стал, я не знаю, что-то это такое. Так натягивает и пальчик прям рвет. Хотя в садике у него такие сандалики, что пальцы вот так не выезжают. Вот такие сандалики. Что такое вообще? Ну, в общем, вот так. Парням постарше Максим, Костя взяла такие носки с надписями. Крутой парень. Крутой перец. Хороший мальчик. Мотает нервы. Крутой пацан. В семье главный. Две пары я взяла. Такие с надписью. Сейчас это модно, они их носят. Конечно, надписи. Ну, хороший мальчик, вот хорошая надпись. Там у меня молоко, я там на творог поставила еще молоко. Хочу переделать, потому что послезавтра молочница принесет молоко. Также ручки взяла 48 штук. Я уже упаковки 3 таких брала, еще взяла. Вот эти более-менее, еще одни синие. Вот синие понравились ручки? Да, они очень тоненькие. лучше даже, чем эти, да? Да, Они просто ярче, поэтому эти же тоже хорошо писали. да, но они светлые. Светлые, а те ярче, там не закипают у него? Нет. А эти ярче, да, те. Ну не было. Вот эти заказала, потом те закажу. Ой, тоже Ване носочки, такая фирма. Джентльмен. Все Ванечки. Ой. Так, уже доставала такие носочки, красивые. Ну да. Да, подарочные. Ну, такой размерчик, вот, что-то почему-то, мне кажется, длинноватые будут. Ну, посмотрим. Такие носочки, уж каких у него нету только. И с техникой разные, такие. Но уже ничего нет, что-то все порвано, рвется. В общем, 3 упаковки, это 20, а здесь получается 6. 26 штук для Ванечки. Вчера заказывала Василек. И мальчишкам футболки заказывала. Девочки уже отдыхали, без них не рискнула им. Но заказала вам 2 пижамы, тебе и Василисе. И заказала 46 размера. Или нормально? Ну, это, по-моему, мой рост. Будет чуть-чуть свободно, но они вот садятся так махом, да, все, что будет хорошо. Да. И одну пару носочков заказала, я все боюсь, я гляну. А? Одну пару носочков заказала, такую. Такие носки, смотрите, какие. Один такой, один такой. Ну, это сейчас в моде, по-моему. Да. Эти носки подарю тебе. Мне? Да. Спасибо. Я не знала, будете носить, нет, такое Буду. красивое. Ну, когда я покажу. Такой дизайн, там было несколько, но это вот такой. Держи. Спасибо. Такие сегодня покупки. Что-то еще набирали. Что мы еще набирали? Максим с нами был везде. Умывальник. А, ну умывальник, это мы знаем. Ну вот, в принципе, сегодня больше ничего и не сделали. Ну, зато дети накрышили целую кастрюльку. 6 литров где-то оливье накрышили. Да. Красота, я им все приготовила. Дала задание и поехала. Отлично. Мне так нравится. Да. Молодцы.